Всем привет! Сегодня у нас не слишком приятные, хорошие новости для украинских беженцев, которые находятся в Венгрии. Ну, я думаю, этот тренд Венгрия сейчас, она так его продвигает, да, и его подхватят, поверьте, я думаю, многие страны Евросоюза, хотя это решение, оно немножко противоречит, да, той защите, которая предоставляет Евросоюз, но, я думаю, они найдут какие-то лазейки и все-таки это реализуют. То есть в Венгрии это уже реализовано, и она не собирается это откатывать назад. В чем смысл? В том, что теперь убежище, да, временную защиту будет предоставляться только тем украинцам, которые находятся в зоне риска. То есть они либо с оккупированных территорий, да, либо с тех областей, в которых ведутся военные действия, либо с тех областей, которые максимально, да, подвергаются обстрелами регулярно. То есть есть 13 областей, я их озвучу, конечно же, мы рассмотрим вообще, что происходит. Уже начинают выселять людей, то есть тех, которые живут, да, не в тех областях, в которые в зонах риска, да, то есть в прямом смысле Венгрия начинает такой жесткий тренд, и во многих странах Евросоюза об этом говорят, что нужно предоставлять помощь только тем, кто реально нуждается. Напишите в комментариях ваше мнение, правильно ли судить, да, человека с Луганской, Донецкой области и человека с Львовской, Закарпатской, Житомирской, на одном ли они на чаще весов, одинаковые ли у них условия, то есть безопасно где, в Житомире, либо в Покровске, например, и кому нужно предоставлять в первую очередь, человеку со Львова, либо человеку с Краматорска, либо с Покровска, да, либо с Селидова, который сейчас уже орки, да, армия России уже в 5 километрах, да, то есть либо с Мирнограда, где армия России уже в 3 километрах, то есть они уже подступаются к городу. Я к тому, что напишите ваше мнение, мне интересно мнение людей, украинцев и не только, как вы считаете. Люди, понятное дело, все одинаковые, все живем в одной стране, но когда у людей по 1000 прилетов в день, а у кого-то пару ракет за месяц, мне кажется, лично мое мнение, немножко, ну, люди не в равных все-таки условиях проживают. А вы как считаете? Минутка рекламы. Чтобы оставаться, да, на пульсе событий, попрошу каждого подписываться на мой канал, ребята. Обязательно ставьте колокольчик, потому что в будущем я буду снимать видео про международную защиту, про то, как подаваться на гражданство и так далее. То есть у меня будет очень много travel, интересных видео, где я путешествую. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы быть, да, в курсе всех событий, всех последних новостей. Я именно выбираю самые сочные, самые важные новости из всего инфопотока. И кому, то есть, нравится то, что я делаю, пожалуйста, становитесь моим спонсором, ребята. Для спонсоров будут специальные ролики с более подробной информацией, да, на ту либо иную тему. Каждому, конечно, огромное спасибо за спонсорство. Плюс мои социальные сети: Инстаграм, ТикТок и канал в Телеграме. Если хотите со мной связаться по сотрудничеству, либо просто что-то узнать, спросить, да, это, конечно же, Инстаграм. Если хотите угостить меня чашечкой кофе, либо холодной пинтой разливного Гиннеса, что, конечно, в первую очередь приветствуется, пожалуйста, вот QR-код, переходите по нему. Это такой сервис Buy Me Coffee, то есть угости меня кофе, но вы там можете написать, что вы хотите, чем вы хотите меня угостить, то есть любые донаты, любая ваша активность, лайки, комментарии, подписки приветствуются. Меня это очень мотивирует, и у нас уже, если что, ребята, 3 миллиона просмотров на канале. Я вас поздравляю и себя лично, потому что для меня это большое достижение. Плюс у нас уже 8500 подписчиков. Мы подходим, да, к числу 10 тысяч. То есть за 2 года такие результаты, мне кажется, не каждый такое вообще сделает. Всех обнимаю крепко. Спасибо каждому еще раз за любое из ваших действий, за любое из ваших активностей. Ну и всем я советую, ребята, отличный сервис по переводу денег с одной карты на другую, то есть с европейской карты на украинскую карту и обратно, это сервис PaySend. Всех прошу,
пользоваться этим сервисом. Вот мое видео, оно будет в описании к этому видео, вы сможете посмотреть. Это полная инструкция от 0 до 100, как переводить, как пользоваться. Вам всего лишь нужно вот перейти по вот этой вот ссылочке, которая будет в описании, и ввести свой номер телефона. И все, вы уже зарегистрированы. Потом ввести минимальное количество своих данных, то есть там имя, фамилия, да, и все, и вы сможете пользоваться этим сервисом. Для тех, кто регистрируется по моей ссылочке, ребята, вам от 1 до 5 переводов бесплатно сама программа генерирует. И плюс после первых переводов вам будут приходить промокоды со скидкой большой, 50-70%. То есть, если вы регистрируетесь по моей ссылочке, вы ничего не теряете, вы только приобретаете. Плюс ссылка на регистрацию будет вот здесь в уголку вверху. Переходите, пользуйтесь только проверенным сервисом, да, в котором лучший курс и моментальный перевод. 2-3 минуты, и перевод уже у вас, либо у ваших близких, либо у ваших друзей уже на карте. Я только рекомендую то, чем лично я пользуюсь. Всем удачи и хороших переводов. А мы продолжаем. Вначале я сказал, конечно, что типа кто-то меньше достоин, кто-то больше. Да, по факту, конечно же, все равны. Никого я не хотел обидеть. Ни с Западной Украины, ни с Восточной. Никого не нужно, да, там выделять. Но факт остается фактом, что просто если человек просит убежище с оккупированной территории, у которого ничего не осталось, да, либо с прифронтовых, да, городов и областей, у которого, ну, вот ему попала ракета, да, прямая в дом, и он сгорел, например, да, и он подается на беженство. И другой человек, например, давайте даже с Киева, неважно, со Львова, у которого все нормально, ну просто он боится, да, просто выезжать, потому что небезопасно в стране в общем, да, и целом. Но у него целое жилье, у него целое, и ему есть куда вернуться. У него есть угол, да, у него есть своя квартира, дом и так далее. То есть у него есть. А у этого человека ничего нет, у него сгорело все дотла, у него осталось, паспорт остался с обложкой и какой-то кулечек, какой-то узелок, какой-то чемоданчик и сумка, все, реально все сгорело. Вот он приезжает реально гол, как сокол. Я считаю, что уже должны в Евросоюзе просто ввести такие правила, что просто человек с Украины приезжает, да, берет вот эту справку, например, что у него ничего нету. И чтобы вот этим людям, у которых реально ничего нету, ничего не осталось, у него ноль. Он все, что наживал всю жизнь своим трудом, да, своим горбом, у него все сгорело. Ну, и как, что эти люди равны? Мне кажется, все-таки нет. Все-таки этому человеку должны в первую очередь предоставить помощь, жилье, там, одежду, финансовую помощь и так далее. Это мое мнение, потому что этого человека реально жалко, он реально пострадал от войны. А тот человек, который приехал, да, у которого есть что-то в Украине, может какой-то бизнес даже остался, там, то, все, пятое, десятое, он пусть немножко подождет, пусть немножко, может, дольше поживет в каком-то распределительном центре, да, для беженцев, то есть. Либо быстрее его интегрировать, в смысле, чтобы он пошел работать, себя мог обеспечить. То есть, ну как-то, мне кажется, все-таки должно быть какое-то, потому что, ну, не может быть так тоже равноправие, но по факту у одного есть, куда возвращаться, у него есть, да, там, дом либо квартира, а у другого ничего нету. Я считаю это так. Напишите в комментариях, может, мои размышления неправильные, может, я сужу какими-то, да, плохими категориями, потому что сам с Донецкой области, да, сам видел эту войну, хотя мельком, да, не слишком я все это застал, но все-таки у нас война, если что, так, всем хочу сказать, с 2014 года, так что я был в Донецке, когда он был оккупирован, в смысле, я туда приезжал и видел, что там творится и так далее. То есть к тому, что я видел реально своими глазами, как это все начиналось, эти митинги и тому подобное, вся эта катавасия. Я к тому, что я изнутри все знаю, я знаю людей, то все. Бывало, приезжаешь тут в Киев, это у вас там война, у вас там война. Все так говорили. И многие не брали даже на работу, была такая, вот, у тебя донецкая прописка, луганская, нет. Вот такое было отношение, это правда, это я не выдумаю, понимаете, не хочу кого-то столкнуть лбами, нет. Украина была, есть единая, и Донецк и Луганск был и есть украинская территория, и он должен остаться украинской территорией. Надеюсь, что он и будет дальше останется, да, после деоккупации, либо после каких-то договоров, либо переговоров, будет, да, в составе Украины. Я надеюсь на это. Но мы говорим сейчас про реалии, которые происходят у нас сейчас. А реалии у нас сейчас вот такие. В Венгрии вступил в силу решение правительства, по которому право на государственную помощь могут получать только беженцы из районов Украины, непосредственно пострадавшим от российского вторжения. В результате тысячи украинских беженцев в Венгрии могут остаться без крыши над головой.
или будут вынуждены вернуться на родину, то есть в Украину, ребята. Либо я так, как я говорил в начале, поехать дальше, ну, свою, да, удачу в другой стране Евросоюза, то есть посмотреть, фартанет либо нет, потому что, вы знаете, сейчас уже редко где дают защиту, если ты, например, у тебя была защита в Германии, то маловероятно, что тебе дадут защиту в Ирландии. Такие финты работали в 22-м, в 23-м легко, в 24-м уже большинство, ну, миграционных офицеров, которые это смотрят, они понимают, что человек едет только для финансовой выгоды уже. То есть для финансовой... Он был в безопасной стране, он уехал из небезопасной, то есть Украина, да. Он въехал, например, в Германию, в безопасную, все хорошо. Ну, по каким-то причинам что-то в Германию не получилось, может, сняли выплаты, может, что забрали, может, выселили жилья, заставили учить язык, туда-сюда, пятое, десятое. Промониторил интернет, о, Ирландия, туда, все, приезжает, почему вы приехали? А ответ что? Ну, как всегда, ответ, конечно, стандартный, английский язык. А вы знаете английский язык? Нет, ну в школе учил stand up, please, my name is, ага, I'm live туда, сюда, то есть, ну, 10 фраз знаю, и от этого уже я хочу в Ирландию. Нет, так это не работает, так работать это не должно было с самого начала. Эти все прыгания, у меня одна знакомая, да, не знаю, ну, стран 4 точно она поменяла в начале, в 22 году. Просто прыгали вот так вот, пух-пух, как кузнечики по Европе просто, как сверчки. Ну, это тоже неправильно, несправедливо. Если человек захотел эту страну, он должен там, ему предоставили убежище. Главное, это что, крыша над головой, это какое-то финансовое, да, обеспеченность, что ты мог себя прокормить. Все, что ты еще хочешь. Ты не приехал на курорт, ты не приехал в какой-то пансионат, ты приехал от бомб, от ракет, которые летают. И вот когда я встречаю людей с Донбасса, да, то есть Донецкой области, там, с Херсонской, много Запорожской, они реально уезжают от бомбежек, и многие с оккупированной территории. И они реально, я же говорю, а другие бывают приезжают просто как на курорт, какую-то выгоду, там немножко потянуть, там, а там квартирку сдать в Украине, еще получить денежку, и там, и сям, то есть получается какая-то, ну, что-то непонятное лично для меня. Вот лично для меня. У меня квартира тоже стоит, но я никому ее не сдаю, ничего, вообще непонятно, что с ней будет. И с моим городком, да, который называется Добропиля, Доброполе. Кто знает, он находится возле Покровска, 15 километров от него. Как-то нет, всех, кто с Доброполя, по привету, кто с Добропольского района, с Покровского и так далее, всем по привету. А мы продолжаем, ребята. Какие же областя входят в этот список? Сейчас мы его, да, огласим, ребята. Сейчас в списке, составленном венгерскими властями, входит 13 регионов Украины, где идут или шли боевые действия, ребята. То есть, либо там очень опасно, там часто, да, какие-то происходят обстрелы, то есть, ну, напряженная обстановка в общем, да, и целом в этой области, ребята. Первая Днепропетровская, конечно. Донецкая не обсуждается. Житомирская, да, там граница с этими всеми нехорошими людьми. Запорожская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговские области, а также Автономная Республика Крым, это понятно. И Севастополем, понятное дело. И Киевская область с Киевом. Каждый месяц этот список будет обновляться. То есть вы понимаете, это не окончательный список. Какую-то область, возможно, будут убирать, какую-то добавлять. Кто скажет, ну это уже слишком, конечно, перебор, чересчур. Но, смотрите, но вы же не забывайте, что если вы интегрируетесь, находите работу, снимаете сами жилье, никто вас не тронет. Вот это нужно главное, понимаете, запомнить вот эту вот вещь. Если ты интегрируешься, неважно, если это ведут даже такие вот правила по всему Евросоюзу. Но если у тебя есть две руки, две ноги, неважно, где ты будешь находиться, неважно, с какой ты области Украины, просто иди, работай, паши в 2 смены, в 3 хочешь, на 2-3 работах, снимай себе квартиру, покупай машину, и никто тебя не выгонит. Подавайся на ПМЖ, ВНЖ и так далее, и все нормально. Разговор же нету, что просто тебя будет, каждый, всех будет, ага, ты с Львовской области, все поднялись, вышли с нашей страны, да, с Венгрии все вышли. Нет. Если вы из Львовской области, либо Закарпатская, а вы знаете, что из Закарпатья в Венгрии просто там пол Закарпатья, наверное, проживает, да, в той или иной мере. Ну, так никто же вас не будет гнать палкой, если вы сами себя обеспечиваете, если вы экономику раскачиваете, если вы платите налоги, открываете бизнесы. Никто. Говорится о тех людях, которые живут на халяву. То есть халява прикрывается. Вот и все.
Просто про халявщиков, больше ни про кого. Сейчас обратно напишут мне комментарии. Инвалиды, пенсионеры, мамы с детьми. Я понимаю, но если так разобраться, на них халявщики, они сидят на шее у государства. Все, Венгрия говорит, все, мы готовы держать людей из 13 регионов на шее своей, потому что у них там обстановка не очень была, да, и есть. А остальные люди, вы можете, у вас все нормально, у вас, наверное, осталось и жилье, и все хорошо, и в ваших областях нет такого напряжения, пожалуйста, идите работать, обеспечивайте себя сами, и никаких проблем, претензий к вам не будет. Никто вас выгонять из страны не будет. Вот это мы должны зафиксировать и понять саму цель, да. Никто никого не выгоняет, метлой просто нет. Просто будет ограниченная помощь для беженцев, то есть будет выборочно. Из 13 регионов будут помогать, с остальной территории Украины, если ты приезжаешь, тебе просто не помогает, но от этого тебя никто не выгоняет, никто тебе не запрещает находить работу, открывать бизнесы, снимать самому жилье, квартиру, дом и так далее. Так, мы продолжаем. Ребята, корреспондент BBC, да, Ник Торп сообщил, что в Венгрии получили убежище 31 тысяча граждан Украины. Но я открыл Google, да, ввел, и мне выдало там, что по управление там комиссара ООН, то есть 46 тысяч украинцев. Не знаю, кому больше верить. Давайте лучше, наверное, будем верить ООН, да, вот этой всей статистике. 46 тысяч украинских беженцев находятся на территории Венгрии. Смотрите, новые правила заменят систему, которая начала действовать с 2022 года, то есть начало полномасштабного вторжения, да. Смотрите, что дальше. Вы же понимаете, что это, жарю, это как не то, что тренд, это вот эти, знаете, как подготовка. Вот кто-то начинает заводить вот эту шарманку, да, и остальные подхватывают. Вот у нас в Ирландии ARP, и с ним очень много возятся, да. То есть большинство сейчас украинцев живут по ARP. И что там можно делать? Там сейчас как? Вот ты ARP, у тебя бесплатный дом, либо квартира, либо комната. И ты идешь работать. Ты работаешь, получаешь, например, даже минималку, пусть там 1700 евро, да, в Ирландии. Вот ты получаешь ее, и ты не платишь, ты платишь только за коммунальный. И говорю другой пример. Вот есть ирландский, ну, молодой человек, да, вот он, не знаю, захотел работать, захотел уехать от семьи, от родителей, да, и тоже пошел работать. Пошел работать и тоже получает минималку в каком-то Макдональдсе. И снимает комнату там, либо маленькую квартирку, да, ну, это минимум 1000 плюс коммуналка. И получается так, что украинец, такой же молодой человек, который приехал по вот этим всем протоколам временной защиты и живет по программе ARP, он не платит за жилье, то есть и экономит, получается, минимум 1000, а то и все 1200 из своей зарплаты. А ирландец, получается, платит 1200, то есть 1000 за комнату либо квартиру маленькую, и плюс еще коммуналка 200 минимум, это и больше. Вы понимаете, в чем фишка? То есть, по факту, ирландец тратит просто все свои деньги на жилье. Я молчу, если он заболеет еще, потому что у него medical card не будет. А украинцы еще и medical card. Вы понимаете, в чем злость ирландцев вообще или нет? Или украинцы не могут понять? Вот просто вы хотя бы сразу ставили. Вот, мне кажется, ирландцы просто даже ну, про это еще не знают, про это еще не думали даже. Вот понимаете, вот просто поставьте. И украинец приезжает полностью. Медицина бесплатная, почти вся, там приемы, зубы можно, пломбу поставить и так далее, осмотр, кровь сдать и так далее. Если там что-то уже ну, такое серьезное, тогда там нужно оплатить. И ирландец, молодой человек, прием 40 евро, к дантисту 40 евро, просто прием, осмотр. А про рент я только что вам озвучил. Украинский молодой человек, чемодан, либо семья, неважно. Ну, прикиньте, семья живет в доме по ERP, и муж и жена еще работают. И те же самые ирландцы тоже живут в своем, или снимают дом, но при этом они платят за дом там 1200, плюс еще ойл, плюс еще свет, интернет, и у них выходит 1500. Украинцы не платят. Сейчас обратно скажут, ну ты что, против украинцев? Нет, я за справедливость, я за то, чтобы все было честно. Это по отношению к международникам. Международники вообще там ждут 6 месяцев разрешения работы и так далее. К тому, что такой шанс дан, чтобы реализоваться. А многие этот шанс не берут. Многие живут по ARP, получают полные выплаты и просто сидят. Их в кубышку сбрасывают, слаживают. Либо ездят по Испаниям, там викенды, развлечения, туда-сюда. А потом, когда все отменят,
начнут же первые в комментариях писать: ай, все пропало, как же они могли, как же вот так приютили, вот так вот дали, почувствовали вот эту европейскую жизнь, вот эту прекрасную лакшери жизнь, а теперь вот так все забрали, что теперь делать, как они так могли, как они могли, они дали шанс, вот именно пока есть на легкий старт вам дали, не напрягает вас, учить язык, искать работу, интегрироваться, можно пойти на обучение, курсы, просто тут сейчас возможностей миллион, миллиард. По всему Евросоюзу, кстати, не только в Ирландии. Ну да, везде сужается. Так нужно приезжать, не лясы точить и по кафешкам шляться, и взбиваться в кучки, да, и по всем выходным алкотестеры, алкопати проводить. А нужно заниматься вещами, нужно развиваться. Ну вот и все. Напишите в комментариях, прав я или нет. Либо обратно я что-то нагоняю, какую-то что-то, ну, из своей головы придумаю, то есть этого нету. Это что я рассказываю просто так, мои фантазии какие-то иллюзорные. Нет, это правда, таких людей я знаю в достаточном количестве. И люди живут и нормально, все их устраивает, пока вместе их это не затронет. Жили все прекрасно в отелях. Бум, затронуло, все. Просто в этих группах, в Фейсбуке, в Телеграме, да, там просто шквал, просто критики Ирландии. Почему? Потому что забрали, дали, а потом забрали. К хорошей жизни привыкаешь, вы знаете, да, быстро. А к чему-то плохому, либо когда тебе что-то дали, а потом забрали, то ты не можешь уже все. Головной мозг не работает так. Мы любим только хорошее, только приятное, только халява, только бесплатно. А все, что нужно суетиться, нужно хоботиться, все, человек плохой, правительство плохое, страна плохая, только что было хорошее 2 года, после 2 лет проживания, она все, она уже не такая, уже не все так хорошо, и все, начинает нагнетать, снимать видео вот эти вот плохие. Так далее. Ирландия прекрасная страна, и вообще Евросоюз все правильно сделал, он помог максимально. Все украинцы должны просто кланяться Ирландии, Евросоюзу, там, Германии и так далее, потому что они максимально помогли. Своя страна и свое правительство не так помогло, как помог Евросоюз украинцам. Так что давайте закроем эту тему. Защита и помощь не может быть вечной, не может быть вечной. Она закончится рано или поздно. И с каждым днем этот день приближается. Так что давайте будем жить в реалиях, а не в каких-то своих иллюзорных фантазиях. Мы продолжаем. Смотрите, но вот это их постановление, новые правила, да, они немножко противоречат все-таки временной защите, то есть в правилам Евросоюза, да, то есть потому что там указано, всем должны предоставлять жилье, то есть все, кто подается, да, должно предоставляться жилье. По факту вот эти новые правила, да, со списком, то их должны вносить, то есть это должны принять все страны, должны внести, да, в этот подзакон там или закон изменения, чтобы это реализовать везде. То есть на Венгрию уже подали в суд по этому поводу. Но, как вы понимаете, в странах Евросоюза все быстро не происходит, и это все затянется, этот суд может там полгода идти, там туда-сюда, и уже другие страны начнут что-то вводить. Но штрафы ждут Венгрию по поводу этого, потому что в каком там году, в 2020 году или в каком, то есть Венгрию оштрафовали на 200 миллионов по поводу того, что они не соблюдали политику беженства, да, то есть в Евросоюзе, то есть они не предоставляли, не принимали столько людей и так далее, там же есть и квоты, и пятое, десятое. То есть Венгрия в прямом смысле создает такой прецедент всем остальным странам, кто тоже не слишком, да, рад по той или иной мере беженцам. У нас в Ирландии, ну я говорю у нас, потому что мы собираемся оставаться здесь в Ирландии, я это не скрываю. Начнется движуха. Вот сейчас новые правила, да, ввели для людей, которые живут в полном пансионе, то есть на полном обеспечении, у них выплаты забирают, и они просто будут жить, их будут кормить, и, ну, все, там, 38 евро, ты никуда не разгонишься, просто, ну, что, выбора мало. Либо искать по ЭРП, либо идти работать. Все, либо возвращаться, потому что на эти копейки в этой стране комфортно жить невозможно просто, ну, никак. И вот, когда будут принимать новый бюджет, там будут же вносить и поправки по АРП, и по вообще помощью всем беженцам, не только украинцам, и международной защите, и вообще всем-всем-всем. И вот в октябре будет приниматься бюджет. И вот, когда он приниматься, то по-любому до принятия бюджета будут еще какие-то новые правила, новые, как говорится, сужение круга, я так это называю, да, потому что был такой большой
круг, а теперь немножко он сужается. И вот в октябре ждут еще какие-то изменения для украинских беженцев в Ирландии. Как говорят, то либо АРП распространят и на международников, это первое, либо АРП будет выдавать теперь, ну и будет сейчас пересматривать, если, вот как я говорил, семья работает, либо один человек работает, живет в комнате, то он будет платить за это либо полностью, либо там уже половину он может, половину государства. Как-то будет делаться так, то есть будет проверяться вот это, как его, система нуждаемости, то есть человек может себя обеспечить, либо нет. То есть, ну, вы поняли, о чем я говорю. То есть, если работает, тем более полный рабочий день, то в Ирландии это считается, ты можешь себя обеспечивать. То есть, если ты сам и ты работаешь полный рабочий день, то ты по факту, тебе должно хватить денег и на комнату, и на еду, и на медицину, и на все. Ну, так это работает. Если не хватает, ты подаешься уже на какие-то программы. Как-то так. Смотрите, ну, Венгрия, да, это такая, конечно, он такой немножко бунтар, да, в Евросоюзе, он не слишком ладит и с Украиной, да, не слишком нам отказывается помогать, то есть, так что Венгрия, конечно, с той стороны не какой-то, да, локомотив помощи и локомотив развития Евросоюза, это такая страна не слишком богатая и такая непонятно, что она хочет, да, вот ее вообще политические взгляды мне, ну, они мне не нравятся, сразу говорю, но поймите, что если это позволяется, если это реализуется, то остальные страны смотрят. В Ирландии об этом же тоже говорят, в Германии и везде, везде, везде говорят о том, что просто нужно уже убирать всю эту помощь, просто пускать людей, да, чтобы они сами уже как-то реализовались. Либо давать помощь там на 3 месяца, как в Ирландии сейчас, и уже где там уже в Польше вроде бы 3 месяца будут давать всего лишь бесплатное жилье. За 3 месяца, ну, найти работу можно, ну, конечно, можно. Выучить язык можно, не выучишь, ну, подучишь хотя бы его. Да, это можно сделать. Вот реально, это тоже можно реализовать. Мы уже зашли, конечно, в дебри, обратно я начинаю много разговаривать. Ссылочку оставляю на эту новость, да, чтобы вы ознакомились с этой статьей. Печальные новости, да, неприятные, но это было все предсказуемо. Рано или поздно помощь и временная защита закончится, как и война когда-нибудь закончится. Понятно, пока мы этому беспределу, этой жести, этой жестокости нету пока без конца, но я надеюсь, что все-таки все наладится и светлое будущее для всех нас, украинцев, да, наступит. И когда-нибудь мы все вернемся в Украину, в свои дома, либо отстроим разрушенные дома и города, и наша страна будет жить и процветать еще лучше, и все украинцы будут гордиться тем, что они украинцы, да, и наша страна будет показывать всему миру, что люди, да, люди могут все-таки восстановить свою страну, сделать ее красивой, привлекательной. И, конечно же, будущее всех украинцев и моего ребенка, надеюсь, в Евросоюзе сейчас, либо если вернуться в Украину, чтобы Украина вступила в Евросоюз. То есть мои, например, мечты и мое будущее я вижу только в Европе. Только в Европе. Кто-то скажет, как же независимость туда-сюда, потому что Евросоюз все-таки это уже немножко ты теряешь, да, ту независимость. Но Европа мне нравится, их ценности не до конца, конечно, но сам ритм той жизни, сама комфортность жизни, она, конечно, мне нравится. Я хочу, чтобы мой ребенок жил в комфортных условиях, и он никогда не думал о том, как наши бабушки там и так далее, чтобы купить сахара 2 мешка, муки 2 мешка и так далее наперед, а вдруг завтра не будет, а вдруг завтра война. Я хочу, чтобы он кайфовал от жизни и знал, что завтрашний день наступит, зарплата придет, он отработает, у него будет пенсия, и все будет хорошо. И государство, если ему станет плохо, либо что-то станет с его здоровьем, ему поможет. Вот эта вот уверенность в завтрашнем дне, мне кажется, это главная фишка и успех вообще Европы и Евросоюза. Вот это вот состояние, а не думать о том, что будет завтра, как будет завтра, наступит ли завтра, а не лопнет ли банк, и мои деньги исчезнут, испарятся. Вот это вот самое печальное, вот этим вот мы живем, и этот менталитет до сих пор у нас присутствует, и от этого мы такие какие-то злые, какие-то все сразу гребсти, забирать. Надеюсь, это все распылится, и наше новое поколение украинцев, которое сейчас, да, живет вот в Европе, оно все-таки приедет, потом вернется в Украину и построит новую классную европейскую страну. Всегда на связи.